Всем привет! В этом видео я поделюсь, из чего состоял торт-магнитофон. Приготовим медовые коржи и необычный масляный крем с добавлением манной крупы. Если вам интересно, смотрите дальше. Нам понадобятся следующие ингредиенты. Первым делом будем готовить коржи. Мука, сахар, молоко, мед, растительное масло, яйцо и сода. Просеиваем муку вместе с содой. В сотейник наливаем молоко. Добавляем растительное масло. Туда же мед. И сахар. Ставим на плиту и греем, помешивая, пока сахар растворится и будет однородная масса. Потом остужаем примерно до 45 градусов. Чтобы быстрее остыло, я переливаю в другую емкость. Если масса еще довольно горячая, можно добавить немного муки. Масса остынет, и можно добавлять яйцо. Перемешиваем массу, постепенно вводим всю муку и замешиваем тесто руками. Замесили тесто, заворачиваем в пищевую пленку и ставим в холодильник на 15 минут. Достаем тесто и раскатываем. Так как тесто довольно липкое, сверху кладем или пергамент, или силиконовый коврик, или скалку, заворачиваем в пищевую пленку и раскатываем примерно в толщину 2-3 мм. Имейте в виду, что это тесто очень хорошо поднимается при выпекании. Раскатанное тесто я вырезала нужного размера и выпекаем 170-180 градусов до румяного цвета. Вот так выглядят уже готовые коржи. Испекла все коржи. На этот торт у меня ушло 3 порции этого теста. Готовые коржи можем покрыть пищевой пленкой и готовим крем. В ковшик наливаем молоко, добавляем мед, сахар, отмеряем нужное количество манной крупы,
Режем на кубики сливочное масло. Оно должно быть мягкой комнатной температуры. Подогреваем молоко с сахаром и медом и вводим манную крупу. Варим, помешивая до загустения. Вот такая довольно жидкая манная каша получается. Чтобы быстрее остудить, я переливаю в другую тарелку, покрываю пищевой пленкой и остужаю. Если у вас сливочное масло комнатной температуры уже мягкое, то манную кашу надо остудить до 30-35 градусов. Если сливочное масло не успело при комнатной температуре согреться, то манная каша может быть немного выше температуры. В манную кашу добавляем сливочное масло, и все надо взбить миксером до пышной светлой массы. Потом делим крем примерно на две части. Можно одну часть побольше, одну поменьше. В одну часть я добавляю кокосовую стружку и белый шоколад. Чтобы быстрее растопить и удобнее было ввести шоколад в крем, я на 100 грамм шоколада добавила примерно 10 грамм сливок. Подогрела, перемешала до однородности и добавила в крем. Перебила миксером. На данном этапе крем еще довольно жидковатый. Вторую часть крема я добавляю растопленный темный шоколад. Также добавляю на 100 грамм шоколада 10 грамм сливок. Переставила оба крема в тарелки, покрыла пищевой пленкой и поставила в холодильник, чтобы крем стал более густой и держался на коржах, не стекал. Вот такой крем получается. Он хорошо держит форму, но в то же время еще не слишком твердый. Обязательно для этих коржей надо подготовить пропитку. Готовится очень просто. В ковшик кладем воду, сахар и алкоголь. Доводим до кипения, прокипятим примерно пару секунд. Сироп готов. Остужаем. Эти коржи сами по себе довольно суховатые, поэтому сироп для них тут обязательно. Коржи надо очень хорошо пропитывать. С кисточкой наносим сироп, и визуально мы можем видеть, где сироп впитался, а где еще надо нанести дополнительно. Надо так, чтобы весь корж был влажный, пропитанный. С обоих сторон пропитываем корж, потом наносим на корж белый крем. Слой крема не надо делать слишком толстый, так как это масляный крем. Потом спатулой надо распределить крем, чтобы более-менее был равномерный слой. Ставим на крем следующий корж. На крем ставим ту сторону, которая уже пропитана сиропом. И пропитываем верхнюю часть. Наносим шоколадный крем. Коржи должны быть пропитаны с обоих сторон.
Вот так собираем торт нужной высоты, покрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник на стабилизацию. Примерно 10 часов. За это время крем станет более твердый, плотный, хорошо будет держать форму. Вот так выглядит торт после стабилизации. Необычный такой интересный вкус. Торт довольно сладкий. Если сравнить с классическим медовиком, то это гораздо слаще. Но в то же время у него очень интересный аромат, вкус. Можно сделать вот такой классический вариант. Можно добавлять в пропитку кофе, будет такой кофейный аромат. Также можно в прослойку добавлять какую-нибудь кислинку. По вкусу подходит курд маракуйя или курд лимонный. Как маракуйя и мед очень хорошо дружат между собой. Если вам понравился видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, рецепты, эксперименты. Всем пока!